Страйк украинских дальнобойщиков, новое контрнаступление ВСУ и военное положение в России. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Президент Украины говорит о новом контрнаступлении, но есть несколько условий. Є перспективи, для чого потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна, ви бачите. Снабжение украинских войск и проблемы с боеприпасами могут привести к поражению. При таком соотношении поставок, и сил, Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего – Одессу. Россия перебрасывает войска в Беларусь. Для чего это и к чему такая спешка? Они осуществляют, это обязанность любого такого подразделения, разведывательные действия на территории Украины. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», если хотите нас поддержать. И это очень важно, это ваше желание. Поехали. Украинские дальнобойщики страйкуют из-за нового закона про мобилизацию. Вероятно, из-за того, что они не попадают под бронирование в новом законе, они перекрыли трассу Киев-Одесса. Коротенька зйомка з страйку далекобійників, траса Київ-Одеса проти драконівських законів полулегітимної зеленої влади. Мальовнича Одещина, мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кіровоградщина. Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів. Та, напевно, нема такої області, з якої тут машини не стоять. После вступления в силу нового законодательства водителей фур могут мобилизовать при выезде из Украины. Под бронь они, правда, не попадают. Президент Украины анонсирует новое контрнаступление сил обороны, но есть условия. Для этого нужно стабилизировать ситуацию на фронте. Є перспективи, для чого потрібно передусім стабілізувати ситуацію на фронті. Вона нестабільна, ви бачите. Зараз, я би так сказав, зараз їх черга, їх треба зупинити, ми зупинимо їх, і потім мати відповідну укомплектованість бригад для того, щоб розраховувати на наступні кроки, контрнаступальні. Тощо. Це може бути 25-й рік? Не можу сказати вам, честно. Первые F-16 тоже не очень спасут ситуацию, говорит президент, не сыграют ключевой роли и предлагает относиться к этому с пониманием. А российские военкоры и телеграм-каналы тем временем рапортуют о взятии очередного населенного пункта Старица к западу от Волчанска. Якобы окружают Волчанск. С другой стороны, Z-паблики пишут о боях возле населенного пункта Липцы, и он уже правда недалеко от Харькова. А главнокомандующий вооруженными силами Украины пишет, что враг растянул линию активных боевых действий еще на 70 километров. Поставить в строй еще по одну полумиллионную армию у россиян на ближайшее время не получится, потому Харькова им не видать, это естественно. А растяжка по фронту до 70, то есть 50-70 километров, причем фрагментарно. Там сплошной линии фронта нет. Они пытаются малыми группами. Да, мощная разведоперация, но не более того. То есть забежали там на 7-8 километров, растянулись по фронту километров на 50, на 70, опять же, фрагментарно. Мы отошли на линию обороны, то есть они заняли серую зону, которая, в принципе, она с точки зрения военной науки, она будет просто под обстрелом, то есть сами заползли в эту серую зону. Сейчас попали под такое мощное давление наших средств поражения, FPV-дронов, авиация там у нас работает, естественно, артиллерия, сейчас достаточное количество боеприпасов уже есть. То есть создали больше себе проблему. Вместе с тем президент Украины говорит, что страна обеспечена лишь четвертью от того количества, что необходимо для эффективной противовоздушной обороны. А для того, чтобы выровняться и обеспечить паритет с РФ, нужно 120-130 самолетов.
По поводу снабжения и расстановки сил, которая складывается, по мнению Михаила Ходорковского, не очень в пользу Украины и Запада, ЕС и НАТО, которые точно не тратят свой максимум на оборону от РФ, пока еще на территории Украины, должны немного поднапрячься. Бильд, цитируя Ходорковского, дает такие цифры и цитату самого предпринимателя. «Я должен сказать, что все цифры нужно проверять и подтверждать». ВВП Украины до войны составлял 160 миллиардов долларов, ВВП России 2,2 триллиона, Германии 4,1 триллиона, Евросоюза 17 триллионов. Путин использует на войну 120 миллиардов долларов в год, а это 5,4% ВВП приблизительно. Причем стоимость самого распространенного артиллерийского снаряда 152 мм составляет $500. Европейская помощь Украине за 2 года войны составляет около 88 миллиардов долларов или 0,25% ВВП. И это при цене на стандартный снаряд от 5 до 8 тысяч долларов. И это при цене на стандартный снаряд от 5 до 8 тысяч долларов. При таком соотношении поставок, и сил, Украина к концу года потеряет Харьков. К середине следующего – Одессу. Соотношение сил станет 10-12 к 1 к концу 2025 года. И к началу, к середине 2026 года Украина продолжит только партизанскую войну. Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все лучший сценарий, если ВСУ будут по-прежнему героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации. Иначе все произойдет быстрее. Далее он говорит о том, что через 2 года на границе с Польшей в таком случае будет стоять группировка украинско-российской армии, обиженная и злая. Россия снова начинает перебрасывать свои войска в Беларусь. Республиканская железная дорога готовится к приему эшелонов. Пишут об этом в сообществе железнодорожников Беларуси. Подтверждается рядом косвенных фактов, выражающихся активизировавшимся информационным обменом между указанными ведомствами двух стран. Подобные ротационные перемещения российской техники личного состава в Беларусь уже осуществлялись ранее, прямо из зоны ведения боевых действий на территории Украины и в обратном направлении. А украинский военный эксперт Сергей Грабский в интервью «Хартии» говорит, что материально-технической базы для развертывания контингента не создается. Речь может идти об учениях. Постоянное наличие подразделений спецназа этого корпуса белорусской армии возле границ Украины является более чем веским свидетельством того, что они осуществляют, это обязанность любого такого подразделения, разведывательные действия на территории Украины, зондируя возможности, проверяя слабые места и тестируя их, если таковые есть. В то же время военный эксперт исключает самостоятельные действия белорусской армии против Украины или стран НАТО. Путин стремится сделать жизнь в Украине невозможной, говорит премьер-министр Эстонии. Но не это главная цель. Через Украину он может сделать невыносимой и жизнь в Европе, создав миграционный кризис. Россия толкает мигрантов через границу, потому что власти РФ используют это в качестве оружия. Соблюдая права человека, страны ЕС обязаны принимать этих людей. То есть любыми средствами нанести как можно больше вреда старается Россия, и не только Украине, но и всей Европе, хоть ее представители и заявляют обратное. Свои интересы на украинском и на западном направлении, европейском направлении Россия, нет сомнений, отстоит. И это, по большому счету, понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться. Не знаю, конечно, что в головах у наших западных коллег, которые, в общем-то, удивляют ежедневно. Но вместе с тем, говорит Лавров, что Европа не будет партнером для РФ как минимум целое поколение. То есть на налаживание отношений настраиваться не стоит. Хоть и тот же Лавров потом говорит, что тезис о том, что Москва не остановится на Украине, цитирую, лживый. Путин переводит РФ на военное положение, пишет «Таймс». С последними перестановками в правительстве кремлевский диктатор смешал военную и гражданскую экономику страны и фактически перевел в режим перманентно мобилизованного государства.
Путин выстраивает, я пользуюсь таким термином, как вождество, это такая более ранняя степень или фаза развития политических структур, антропологи этот термин используют по-английски, это chiefdom, значит, начальственность. То есть человек, который замыкает на себе всю систему власти. И этот человек, как правило, является в основном военным лидером, потому что он организует какие-то довольно разрозненные средневековые структуры, объединяет их в одну, которая называется там орда или племя, и ведет в великий поход. Вот если есть этот человек, то есть народ, который он создает. Он его, собственно, собирает из каких-то вот отдельных кочевых группировок и организует единственную какую-то структуру, там, которая потом называется Золотая Орда или еще как-нибудь. Фишка в том, что, конечно, это при вожде нет разделения властей. Он, естественно, и военный вождь, он и идейный вождь, он и исполнительная власть, он и законодательная власть, он и идеологическая власть, и какая еще угодно другая власть. Другими словами, и это уже отмечают авторы The Times, пока будет Путин в Кремле, что бы ни происходило, Россия будет находиться в состоянии войны. И Путин строит именно такое государство. Президент Грузии наложила вето на скандальный закон об иноагентах. Об этом она заявила во время брифинга. Закон российский по сути и по духу и противоречит Конституции и всем европейским законам, говорит она. Но грузинская правящая партия имеет достаточный механизм, чтобы это вето обойти. В таком случае его подпишет спикер грузинского парламента. Я хочу напомнить, что мы существуем и развиваемся только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер, спасибо» и после поддерживаете нас. Это очень важно для создания новых видео, потому что платформа YouTube практически не монетизирует то, что мы вам показываем. Поэтому для того, чтобы нас поддержать, есть как минимум 3 варианта. Не останавливайтесь на достигнутом и спасибо, что делаете это уже. Также спасибо за доверие, за лайки, комментарии и за то, что вы подписываетесь на наши каналы. Это правда очень важно. На этом у меня все. До встречи. Хороших вам новостей.